Привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами свяжем вот такую квадратную корзинку из пряжи Бисквит. У нее прямоугольное донышко и стенки связаны узором галочка. Также есть две ручки с каждой стороны. На такую корзинку понадобится 2 мотка или 2 ролика пряжи Бисквит от пряжи Центр и крючок номер 8. Наберу цепочку из 12 воздушных петель. Еще одну петлю подъема и дальше в каждую косичку вяжу по столбику без накида до конца ряда. В последнюю косичку я вяжу 3 столбика без накида. Тем самым делаю поворот. Теперь в обратную сторону снова в каждую вот эту дырочку, из которой выходит вот этот столбик без накида, да, я делаю еще по столбику без накида тоже до конца ряда. В последнюю петлю я сделаю 2 столбика без накида, так как один уже сделан в качестве петли подъема. И можно будет присоединять. Дальше я буду вязать столбики без накида, самые обычные, но в углах, это вот в этих вот местах, я буду делать просто по 3 столбика без накида. На этой стороне это будет вот здесь. Я дошла до места, куда нужно сделать 3 столбика без накида.
Таким образом получается угол. Дальше снова 1. И в следующую петлю опять 3 столбика без накида для формирования угла. При вязании самыми обычными столбиками без накида угол формирует именно 3 петли. И снова вяжу обычные столбики без накида до следующего угла. Я дошла до угла и делаю 3 столбика без накида. Один столбик без накида. И дальше вот в это место один столбик уже как бы сделан. Я делаю только 2 столбика. И снова соединяюсь. Третий ряд. То же самое. Делаем столбики без накида. Доходим до угла. Здесь 3 столбика без накида. Затем обычные столбики без накида. В углу опять 3. И так замыкаем круг. Первая петля. Здесь можно поставить маркеры, например, где у вас угол. Если вы так не видите, то используйте маркеры. Вот в этом месте я делаю 3 столбика без накида, которые будут формировать угол. И снова 3 столбика без накида. Теперь вяжем в сторону из самых обычных столбиков без накида до следующего угла. Я добавила маркеры в те места, где будут утроения, где угол. Вот, смотрите, я дошла до маркера, его снимаю. В эту петлю провязываю 3. А среднюю буду использовать как следующую петлю, в которую будем провязывать 3 петли. То есть она будет образовывать угол. Сюда я верну маркер. Снова вяжу обычные столбики без накида в каждую петельку. Дохожу до угла
сюда провязываю 3. Маркер ставлю в среднюю из этих 3. И дальше снова соединяюсь. Вот у меня получился провязанный 3-й ряд. Таким принципом вяжутся все остальные ряды на ту ширину, которую вам нужно. Я связала 4 ряда. Шов у меня проходит вот здесь проходит соединение. Да? А вот эта вот косичка, которую мы набирали из воздушных петель в самом начале, это разница между длиной и шириной этого донышка, этого прямоугольника. Чем больше вы ее наберете, тем более вытянутой будет донышко, а чем меньше, тем форма будет ближе к квадрату. Поэтому вот с помощью этого расстояния и регулируется вытянутость формы. Покажу более подробно, как делается соединение. Крючок вставляется с изнанки, петелька подхватывается и протягивается. Дальше крючок вставляется в то место, куда бы вы вставили крючок при провязывании обычного столбика без накида. И снова одеваем петельку уже с изнаночной стороны на этот же крючок. Получается вот такая конструкция. И просто делаем петлю подъема. Вот таким образом я делаю соединение самых обычных столбиков без накида. И дальше перехожу к вязанию 6-го ряда. Эту петлю я тоже считаю как столбик без накида. То есть это не является у меня соединительной петлей, и отдельно она не считается. Она точно так же участвует в подсчете всех петель и точно так же образует одну вот эту вот косичку. Таким способом можно связать не только прямоугольную корзинку, но, к примеру, донышко для торбы. У моей торбы донышко прямоугольное, и ссылку, как вязать ее, я оставлю внизу. Можете для донышка использовать такой способ. Я связала 8 рядов, и 8-й ряд у меня будет последним. Дальше я делаю соединение с последним рядом. Для этого мне придется размотать весь клубок. Последний ряд я соединяю, вставляю крючок с изнаночной стороны, протаскиваю нитку, всю нитку через вязание. Вставляю крючок с изнаночной стороны так, как если бы нитка была провязана, да, то есть я должна вывести нить сейчас туда, откуда она должна была бы выйти, если бы мы ее вязали. То есть в дужку и в косичку. И дальше протягиваю опять нить. Всю нитку через вязание. Дальше я провожу по краю донышка ряд из соединительных косичек, соединительных петель. Самая обычная соединительная петля. Вставляем крючок в подобие дужки, вытаскиваем нитку и провязываем. И так до конца ряда. Здесь я не делаю ни удвоений, ни утроений в углах, просто прокладываю ряд из соединительных косичек.
посмотреть, что получается. Просто край становится немного толще. Вот я дошла до конца ряда и снова делаю соединение. Точно так же, как в предыдущий раз. Крючок вставляю под обе полупетли самой первой петли. Подхватываю нитку, вытягиваю. Дальше крючок вставляю с изнанки в то место, откуда бы вышла. И обратно в петельку. В последнюю петельку. И снова протаскиваю всю эту нитку через вязание. Вот я связала донышко и прошлась по краю соединительными петлями. Дальше я его отпарю. Итак, я отпарила донышко и перехожу к вязанию стеночек. Стенки я буду вязать за одну полукосичку и за перемычку. Самые обычные столбики без накида, без прибавок и без убавок. Первый ряд. Итак, я провяжу до конца ряда и покажу, что получается.
Последняя петля, и я делаю соединение. Видите, корзинка у меня довольно большая. И все равно я делаю бесшовное соединение своим методом. Как-то раз я прочла комментарий, что метод подходит для маленьких корзин, но это совершенно не так, он подходит для любых корзин. Первый ряд готов. Второй ряд я буду вязать столбиками в раскол или галочками. То есть это когда крючок вставляется не под 2 петли верхних, а между петельками, которые образуют горизонтальную косичку. Это вязание очень плотное, напоминает по своему виду лицевую гладь спицами, но при этом она намного плотнее лицевой глади спицами. И для стенок корзинки подойдет очень хорошо. В каждую петлю я вяжу по столбику в раскол до конца ряда. Последняя петля. Делаю соединение. И провяжу еще несколько таких же рядов. Столбик без накида в каждую петлю в раскол по кругу до конца ряда. При вязании 4-го ряда у меня закончился первый моток. И теперь мне нужно соединить второй. Для соединения мотков у меня есть вот такая штука. Это называется липучка от пряжи Центр. Отрезаем небольшой кусочек. Аккуратно наклеиваем на одну нитку. Снимаем защитный слой. И дальше приклеиваю вторую часть нитки. Подравниваю края. И нитка получается соединена. И продолжаю вязание. Уже из нового клубка.
Итак, я связала 9 рядов стеночек. Свяжу сейчас еще один и покажу вам, как сделать ручку. То есть этот ряд будет с ручкой. Начну вязание самыми обычными столбиками без накида, как и в предыдущих рядах, по кругу. Так, вот эта вот узкая стенка состоит у меня из 16 петель. И мне нужно где-то в середине сделать отверстие. Я довязываю до того места, где планирую сделать отверстие, и начинаю дальше вязать обычные воздушные петли. У меня будет 8 воздушных петель. Здесь я тоже отсчитываю 8. И дальше в 9-ю продолжаю вязать столбики без накида в раскол, как я вязала до этого все время. Вот у меня получилось отверстие, которое мы обвяжем на следующем ряду. С противоположной стороны необходимо проделать то же самое. То есть, отсчитав нужное количество петель, провязать цепочку из воздушных петель. На противоположной стороне я снова провяжу 4 петли, затем 8 воздушных, отсчитаю 8, продолжу вязать столбики в раскол до конца ряда.
Дальше делаю соединение. Следующий ряд вяжу опять из столбиков без накида в раскол. Так, я дошла до того места, где у нас цепочка из воздушных петель. Здесь я делаю обвязку этой цепочки. 8 столбиков без накида. И опять продолжаю столбики без накида в раскол до следующей стороны. С противоположного края делаю то же самое до конца ряда. Итак, я довязываю 10 ряд. Я сделала обвязку с второй стороны. Снова делаю соединение. Свяжу еще один ряд столбиков без накида в раскол в каждую петлю до конца ряда. Довязываю последний ряд.
делаю бесшовное соединение последнего ряда, такое же, как мы делали на конце донышка, по краю донышка. Крючок вставляю с изнанки, подхватываю нить протягиваю. Вытаскиваю полностью через вязание. И с обратной стороны тоже крючок вставляю так, как прошла бы петля, то есть в дужку и в петлю. Подхватываю нитку, нитку вытягиваю. Дальше сделаю последний ряд. Это будет отделочный ряд, ряд соединительных столбиков по краю, такой же, как мы делали на донышко. В каждую петлю по соединительной петле. За обе косички я делаю соединительные петли за обе косички. Последняя петля и делаю опять соединение. Хвостик у меня уже совсем маленький. Крючок вставляю за обе дужки первой петли, нитку подхватываю, протягиваю и возвращаю туда, откуда она выходит. А крючок вставляю с изнаночной стороны и вывожу его на лицо. Вот такой вот хвостик у меня остался от двух мотков. Вот здесь вот у нас происходит соединение рядов. Корзинка готова. На такую корзинку у меня ушел ровно 2 мотка пряжи Biscuit. Сейчас я вам ее покажу. Вот так вот она выглядит. Сейчас попробую показать донышко. Это прямоугольное донышко. Вот 2 ручки. Я еще не заправила нитку. Получилась довольно вместительная прямоугольная корзинка. Кому понравился мой мастер-класс
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых мастер-классов. Спасибо за внимание!